Добрый день, с вами маркетолог и СММ-специалист Шабанова Алена. Сегодня я расскажу, как нужно строить маркетинг в компании, чтобы привлекать клиентов системно. То есть это та необходимая база, которую нужно понимать. Ее не обязательно делать, но если вы хотите привлекать клиентов системно, в таком случае нужно придерживаться такого плана действий. Итак, допустим, мы находимся на этапе правок на сайте или запуска контекстной рекламы, но в данном случае нет видения полной картины. То есть на самом деле это всего лишь пятый шаг из всего плана действий, который нужно сделать, чтобы выстроить маркетинг в своей компании. Есть 5 основных шагов. Это анализ текущей ситуации. Здесь прорабатывается буквально вся база. Сейчас я подробнее про это расскажу. Далее ставятся реалистичные цели, составляется стратегия маркетинговая, исходя из нее определяется тактика и конкретные действия. Переходим к первому шагу, да, анализ ситуации. Это самое важное, то есть многие сейчас именно это игнорируют и за счет этого в будущем будут проигрывать своим более сильным конкурентам. Первый шаг – это отчет о текущем положении, то есть первое, что нужно сделать, это проанализировать компанию, продукт и услугу. Не просто продукт, а ценный конечный продукт, то есть это результат, за который клиент платит. Да, например, в работе маркетолога ценный конечный продукт, не маркетолога, например, таргетолога, ценный конечный продукт – это не процесс настройки рекламы, а это реальные лиды, которые приходят. Соответственно, вот это является ценным конечным продуктом. В вашем случае нужно, естественно, смотреть, да, что здесь является продуктом или услугой, без разницы. Далее внедрение аналитики, то есть это основа всех основ, да, аналитика и CRM-система, чтобы было четкое понимание, сколько лидов приходит, откуда они приходят, во сколько обходится лид из каждого канала. Из сервисов, да, которые можно посоветовать, это, естественно, Ройстат для сквозной аналитики и AMA CRM как самая прокачанная в плане продаж CRM-система. Вот, это база. Далее, когда понятен продукт компании, понятно, что компания хочет продавать, да, либо если это большой спектр услуг, то они сегментированы, эти услуги, соответственно, понятна структура компании, проводится анализ конкурентов по конкретным направлениям и также анализ рынка, да, то есть с помощью анализа появляется понимание своих сильных и слабых сторон, которые основаны на фактах, то есть не какие-то, да, галлюцинации из головы, ну, какие-то мысли, да, а вот реально то, что есть на рынке, то, что предлагают конкуренты, да, и путем сравнения своих преимуществ уже есть понимание, как отстраиваться от конкурентов, как себя позиционировать. Далее идет анализ целевой аудитории. Это тоже очень важно. То есть целевая аудитория от 18 до 60 не бывает. Ну, точнее, да даже в ритейле, да, там продуктовый магазин, там нет такой аудитории. Есть конкретные сегменты, ну, либо, если проще, да, портреты целевой аудитории. Обычно выделяется там 3-4 самые рентабельные портреты ЦА, да, которые приносят больше прибыли компании, с которыми в дальнейшем ведется работа. Если у компании уже есть текущие клиенты, выбираются именно те, которые подходят под категорию выделенную, и с ними проводится глубинное интервью. У них выявляются боли и потребности. То есть, например, да, девушка покупает туфли не потому, что ей нужны туфли, потому что она хочет выглядеть красиво. И клиенты к вам приходят тоже за решением какой-то своей потребности. И плюс у них есть боли, да, глубинные, которые должна закрывать ваша услуга. Соответственно, мы на этих глубинных интервью выявляем эти моменты и плюс опционально, конечно, но очень важно, выстраиваем путь клиента, да, то есть как они к нам приходят в компанию. Это очень важно понимать, потому что в дальнейшем, да, когда будут выбираться каналы трафика, можно будет отдать предпочтение в первую очередь тем каналам, которые уже работают сейчас.
и, соответственно, быстрее получить результат, окупаемый затрат, и дальше уже тестировать новые гипотезы, новые каналы трафика. Вот, соответственно, что у нас в результате анализа? Это портрет целевой аудитории подробный, с ее болями, потребностями и карта пути клиента Customer Journey Map. Соответственно, после вот этих вот трех основных моментов, которые я сказала, анализ компании, позиционирование, анализ конкурентов, анализ аудитории, создается уникальное торговое предложение, если даже правильнее сказать, предложение уникальной торговой ценности, да, тут есть некоторые нюансы. И на основе этого предложения уникальной ценности УТП разрабатываются офферы, да, под конкретные сегменты ЦА. Что это дает? Сильное ОТП – это ваше, ну, так скажем, сильное преимущество перед конкурентами, да, если у них его нет. Это то, чем запоминается ваша компания, то, что в первую очередь приходит в голову вашей аудитории, когда они там с вами познакомились. Это впечатление, которое у вас создается. И следующий тоже важный момент, это делается, ну, параллельно, так скажем, с анализом ЦА, это описание воронки продаж. Да, то есть как ведется работа с клиентом. Как правило, в воронке продаж должен быть, да, не сразу продажа услуги, а ключевой элемент воронки. Это может быть консультация, там, я не знаю, 3 варианта сценариев видеороликов, что угодно. Их можно придумывать, и обязательно даже нужно придумывать и тестировать, да. И, соответственно, дальнейшие этапы, через которые проходит клиент, то есть переговоры, ключевой элемент воронки, переговоры, затем высылка КП, закрытие возражений, дожим и так далее. Это очень важно понимать, потому что в таком случае, если этот процесс описан, у вас есть четкое понимание, система, да, которой попадают лиды, и дальше вы видите, что с ними происходит, какие у вас этапы конверсий на различных этапах воронки, да, например, из ключевого элемента воронки в высланное коммерческое предложение, и вы понимаете точки приложения, где можно улучшать показатели и, соответственно, получать больше денег в свой бизнес, больше клиентов и больше денег, естественно. Вот, поэтому воронку продаж обязательно нужно оцифровать и занести в CRM-систему, да, которая подключена. И вот только после вот этой базы можно оценивать перспективы и ставить реалистичные цели. Реалистичные и измеримые. Это очень важно, потому что вырасти в 2 раза компании за 3 месяца практически нереально, а вот увеличить количество продаж на там 10% за 6 месяцев – это реальная хорошая цель, которая основана на данных, которые есть после анализа. Да, то есть после анализа формулируется цель. Что дальше? Идет важный момент – это составление стратегии. Да, здесь ставятся стратегические задачи и определяется канал привлечения клиентов. Да, это может быть, например, там контекстная реклама, SEO-продвижение, работа со СМИ, партнерство с госкомпаниями и так далее. Это все тоже делается на основе вот первого шага, то есть той информации, которая выявлена. Соответственно, ставится стратегия и далее определяется тактика и планирование действий. То есть и KPI, естественно, по ним, да, это ключевые показатели по эффективности. Например, да, если это работа с соцсетями, то мы понимаем, что нужен контент-план, нужен копирайтер, который это будет писать. Если это, например, сайт, да, то мы понимаем, что у нас есть такие-то сегменты аудитории, и под каждую аудиторию нам нужно разработать соответствующий лендинг, который отрабатывает их боли, да, давит на них и затем дает решение в виде вашего продукта или услуги. Составляется, так сказать, ну вот список всех этих действий, да, и дальше уже идет конкретное действие. Это, например, правки на сайте, редизайн сайта, вот именно здесь. Именно здесь уже запуск контекстной рекламы, ну, подключение каналов трафика, да. Соответственно, можно сразу приступать вот к этому.
здесь, ну, собственно, нет ничего страшного, но тогда не будет системности, и, ну, все действия по привлечению клиентов в бизнес, они будут хаотичными, непонятными, неоцифрованными, и постоянно будет бардак. То есть нельзя будет выйти, так сказать, из этого процесса и, да, работать над развитием бизнеса. Но если пройти поэтапно все вот эти шаги, то тут уже четко понятно, все оцифровано, есть статистика, есть твердые данные, на основе которых можно принимать решения, оценивать результаты и, например, пробовать новые направления, да, там тоже SEO-продвижение, работы там со СМИ и так далее. Это очень важно, да, то есть без вот этой вот большой подготовительной части вот эти вот маленькие действия, они имеют эффект, но мизерный эффект. Если же сделана большая часть работы, да, то конкретные действия, они не только имеют хороший эффект, но их можно оценить и принять решение, да, что-то доработать, что-то еще сделать. Это, ну, вот такой вот базис, да, понимание, который нужен, прежде чем вообще, в принципе, что-то делать по маркетингу в компании. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотела сказать. Спасибо вам за внимание и всего доброго.